Итак, друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня вторая часть видео «Как найти работу в Германии». Хочу сказать, что мы немножко неправильно, наверное, назвали. Как найти работу в Германии. Это все-таки относится не только для Германии, а для всего Евросоюза и не только. В принципе, для восточноевропейских стран, для больших корпораций это тоже относится. Мы остановились на том... На чем мы остановились? На том, какие условия нужно выполнять, насколько важно местное образование, какого уровня должен быть язык и играет ли роль то, что ты иностранец при поиске работы. Сегодня мы хотели бы больше уделить часть именно документам, которые мы подаем для поиска работы. В общем, какой следующий этап? Собираем пакет документов, да? Что в него входит? Собираем пакет документов. В первую очередь в него входит, конечно же, это резюме, сопроводительное письмо, ваши дипломы, сертификаты, фотографии, иногда просят отдельным документом, чтобы она была, и рекомендательные письма от ваших предыдущих работодателей. То есть я собрал пакет документов, да? Нужно ли в этот пакет документов сопроводительное письмо? Да, сопроводительное письмо нужно обязательно. Хотя вы можете подумать, что это такая часть, на которую работодатель не всегда обращает внимание, может слишком быстро просмотреть, все равно там ничего интересного не будет, или вам слишком лень его писать, такое тоже бывает. Но эта часть действительно важна. И вы не знаете, когда именно сопроводительное письмо сможет сыграть для вас решающую роль. Бывает такое, что работодатель получил 2 резюме от одинаково сильных кандидатов. Ему подходит их опыт работы, они оба ему интересны. И именно в этот момент ваше рекомендательное письмо, то, как вы опишете там свою мотивацию, свои сильные стороны, может сыграть для вас решающую роль. Именно в вашу пользу работодатель может сделать свое решение. Поэтому да, сопроводительное письмо пишите обязательно. Вообще сегодня пишут с чатом GPT все. Есть ли в этом какие-то проблемы? То есть чат GPT пишет тебе сопроводительное письмо, он пишет тебе резюме. У HR проверяет тоже чат GPT, насколько подходит твое резюме и твое сопроводительное письмо. Как с этим бороться, как это подгонять больше под себя? Я согласна, что чат GPT сейчас очень плотно вошел в нашу жизнь, и он очень помогает при написании резюме и сопроводительного письма. И HR его также используют очень активно. Но использовать этот инструмент, надо помнить, что это лишь инструмент для вашей помощи. Это не значит, что он за вас должен все писать. Его нужно использовать очень грамотно. Недостаточно просто закинуть описание вакансии и сказать: напиши мне сопроводительное письмо, вот тебе описание вакансии, вот мое резюме. Потому что чаще всего он выдаст вам такой результат, который HR, им достаточно просто посмотреть на него, взглянуть. И буквально по первой или последней фразе он уже заметит, что это сопроводительное письмо написал для вас чат GPT. Он буквально использует одни и те же слова и даже заканчивает сопроводительное письмо одними и теми же фразами. Поэтому, если вы хотите использовать чат GPT для своего резюме или особенно сопроводительного письма, нужно написать очень грамотный промпт. Нужно как можно лучше описать то, что вы хотите донести до работодателя, свои сильные стороны, чем вы выделяетесь и почему вы именно там хотите работать. И тогда, возможно, через несколько попыток, регулярно подправляя это сопроводительное письмо, перефразируя. И если написать хороший промпт, то в конце получите очень достойное сопроводительное письмо, подходящее лично под вас, а не созданное как для массовых кандидатов. То есть я собрал пакет документов и начинаю рассылать резюме. Вот мне друг рассказывал, недавно искал новую себе работу, и благодаря мне он нашел очень хорошую работу. Он говорил, что я в день рассылаю по 20 резюме. Это правильно или неправильно? Сколько человек должен рассылать резюме и как этот процесс должен происходить вообще? Ты, конечно, можешь рассылать по 20 резюме, если ты целый день будешь сидеть над своим резюме. Но очень важно понимать, что каждое резюме мы адаптируем под отдельную вакансию. Мы не рассылаем одно резюме на все вакансии подряд, которые нам понравились. Дело в том, что ваше резюме смотрит не ваш непосредственный начальник в первую очередь. Его смотрит HR. HR не может знать все
должностные инструкции, не может знать все действия кандидатов, которые он набирает. Поэтому он в первую очередь сравнивает требования, которые описаны в вакансии, насколько совпадают с тем, что описано у вас в резюме. И даже если вы работали на такой же должности, тоже в крупной фирме, но ваши обязанности или достижения, которые вы описали, не совсем подходят под эту вакансию, вас уже могут не пригласить на следующий этап. Поэтому очень важно каждый раз адаптировать свое резюме под описание вакансий, чтобы там было как можно больше совпадений по ключевым словам, по описанию, по основным заданиям. Это крайне важно для того, чтобы ваше резюме было увиденным, чтобы вы были замеченными и чтобы вас пригласили на следующий этап собеседования. Сколько все же времени занимает поиск работы? Месяц, два, три, полгода, день? Вот насколько надо себя настраивать на поиск работы, чтобы не потерять, скажем, запал этого поиска работы? Это очень сложно, особенно зависит от того, у кого насколько запала хватает, у кого-то он проходит через месяц, у кого-то уже через неделю. Этот процесс не быстрый. Нужно настраиваться на то, что это не спринт, это марафон в первую очередь, и вы не ищете быструю работу, лишь бы какую. Вы должны понимать, что большую часть своей жизни мы проводим на работе. Минимум 8 часов в сутки мы проводим на работе. И поэтому вы должны найти ту позицию, того работодателя, где вам будет приятно проводить все эти 8 часов, где вы сможете расти, развивать свои навыки. Поэтому к поиску работы нужно относиться серьезно, настраиваться, что это займет не маленькое количество времени чаще всего, может кто-то через месяц найдет. Но если вы ищете даже 6 месяцев, это вполне нормальный срок, это немного по европейским меркам. И еще даже есть такая шутка в Германии, что работу ищет здесь 6 месяцев, и 3 из них это летние отпуска, как обычно. Просто в больших, особенно корпорациях, это все очень долго. И чаще всего сразу с понедельника вас не возьмут, потому что процессы в больших компаниях достаточно длительные. Им нужно в первую очередь заказать для вас оборудование, им нужно заказать для вас пароли, виртуальные ключи для вашей машины, для виртуальной машины, я имею в виду для вашего лэптопа и так далее. И чаще всего даже для нанимающей стороны нужно минимум 1,5 месяца подготовки для того, чтобы принять вас и быть подготовленными для вашей новой работы. Сколько этапов проходит кандидат до того, чтобы он получил работу? Мы не рассматриваем маленькие фирмы, мы рассматриваем фирмы большие, где человек будет получать достаточно денег, чтобы ему на все хватало, скажем так. То есть большая фирма, сколько этапов? Чаще всего это 2-3 этапа, 2-3 собеседования. Первое – это телефонное интервью. Как правило, оно короткое, с HR. Он звонит по телефону минут 15 до получаса. Спрашивает вас основные моменты, такие как опишите свой опыт, почему мы вас заинтересовали, какие у вас ожидания по зарплате и как быстро вы можете приступить к работе. Как правило, уже на этом первом этапе HR сканирует вас. Он может просканировать, если вы иностранец, какое у вас владение языка, подходите ли вы для дальнейшего этапа, насколько вы укладываетесь в зарплатную вилку. Если вы сразу скажете слишком высокую зарплату, которая изначально для них уже не стоит в фокусе, то уже на этом этапе вы можете отсеяться как кандидат. Поэтому такой телефонный скрининг, он называется, достаточно важный, он проходит быстро, к нему можно особо не готовиться, то есть у вас есть буквально 10 минут, чтобы рассказать коротко о себе, основные моменты, и на этом телефонное интервью заканчивается. И после него следует, если что, приглашение уже на интервью к нанимающему менеджеру. Хорошо. Если вообще большая фирма, что идет после нанимающего менеджера? Если вы подаетесь на руководящую роль, к примеру, то там может быть даже до 6 собеседований. До 6 кругов ада. Но это действительно очень сложно, и к собеседованию нужно готовиться. Нужно готовиться основательно. Готовиться к собеседованию важно и нужно. В первую очередь, что нужно сделать? Это изучить сайт компании,
на которую вы подаетесь. Изучить их последние новости, изучить, на каких конференциях они участвовали, какой, может быть, новый продукт они выпускают. И тогда эта информация очень пригодится вам на собеседовании. Ведь в конце каждого собеседования работодатель спрашивает, есть ли у вас какие-то вопросы. И самая большая ошибка – это сказать, что нет, у меня все понятно, вопросов у меня нет. Вы должны задать вопросы. Вы должны показать свою заинтересованность этой вакансией и этой фирмой. Вы можете рассказать, что вы недавно прочитали какую-то статью о них, что вас заинтересовал тот-то и тот-то момент, что у вас есть вот такой взгляд на какую-то проблему. И тогда вы точно запомнитесь работодателю. Да. Войти в IT. Войти. Вход в программирование, в эту всю структуру IT. Люди думают, что IT это полностью только написание кода. Ты же работала, по сути, в IT, да? И работаешь. Конечно, не обязательно знать программирование. Не обязательно знать программирование. Если вы хотите пойти на программиста, вы закончили курсы, вы закончили университет, вас могут попросить на собеседовании написать код. Если вы идете именно на программиста, на Python, на C++, на Java, вам могут дать код и попросить его исправить, если в нем есть какая-то ошибка. Сегодня, конечно же, с чатом GPT, чат GPT находит ошибки в коде очень быстро, и некоторые программисты сегодня пишут с чатом GPT. Это тоже довольно просто стало. Но чат GPT, он понимает буквально. Он не может посчитать, подумать или еще что-то. Вы за него думаете. Это больше как вспомогательное для вас. Это инструмент. Это инструмент, который помогает человеку. И многие боятся идти в IT, потому что они боятся, что скоро искусственный интеллект заменит всех программистов, айтишников. Это огромная сфера, там не только программисты, там много людей, которые проверяют код, которые делают там разрешения. Супер много всего там, и большие корпорации также самое работают. Не стоит этого бояться, пробуйте. Стоит пробовать, да? Если есть такая цель, если это та сфера, которая вам нравится, вас интересует, то, конечно, даже юристы же тоже нужны в IT-сфере, правильно? Да. И поэтому все равно могут там попросить и проверить код или ваше понимание кода, смотря на какую зарплату вы идете, на какую вилку зарплаты, и может быть и такое быть на определенном круге собеседований. Да, тестовые задания на такие позиции практически всегда обязательно. Да. Но там и зарплата соответствующая, скажем так. Сейчас много сервисов карьерных консультантов. Мы не карьерные консультанты, мы ничего против них не имеем, никогда не имели. Стоит ли полагаться на их услуги или стоит ли обращаться к ним за помощью? К карьерным консультантам, которые говорят, мы вам 100% поможем, найдем вам работу. В первую очередь, их сейчас действительно стало очень много карьерных консультантов, которые делятся своим опытом. И это очень ценная информация. Я регулярно прохожу регулярно изучаю информацию на их страницах, подписана. Действительно много полезного, что можно принять для себя. И карьерный консультант может помочь вам посмотреть на ваш опыт работы с другой стороны. У него есть насмотренность. Как правило, он лучше знает рынок труда в стране, в которой вы подаетесь или где вы живете сейчас. Поэтому да, он может просмотреть ваше резюме, указать на какие-то распространенные ошибки, может, вам нужно что-то сократить, а может, он подскажет вам, какую еще либо отрасль, либо позицию вам можно посмотреть. Вы могли даже не думать об этом и не смотреть в эту сторону, а потом действительно окажется, что это то, что могло бы вас заинтересовать. Единственное, против чего я, это против написания резюме под ключ. То есть, когда вы даете консультанту полностью свое какое-нибудь старое резюме или говорите свою информацию, что вы закончили, где работали, и вот говорите, я хочу подаваться на эту вакансию или эту должность, сделайте мне полностью резюме. Это изначально провальный этап. Да, консультант сделает для вас, возможно, идеальное резюме под эту вакансию, но под одну только. И, как я уже говорила, под каждую вакансию нужно составлять отдельное резюме. И это же самое резюме, за которое вы заплатили, возможно, деньги этому карьерному консультанту, и которое идеально подошло под ту вакансию, оно уже не подойдет под другую. Вы же не будете регулярно на каждое резюме
обращаться к консультанту и платить за это деньги. Этому нужно научиться, это нужно делать самому. Это сложно, но это самый верный этап, потому что резюме придется рассылать много, и нужно уметь это делать. И резюме мы отправляем не только тогда, когда мы ищем работу. Очень важно, как мне кажется, оставаться всегда в курсе событий, потому что, как правило, в Германии, по крайней мере, это так, что повышение зарплаты от текущего работодателя в среднем 3-5% в год. И договориться на повышение зарплаты 20% уже крайне сложно, особенно без повышения позиции, например, твоей. Поэтому некоторые рекомендуют даже менять работодателя каждые 2-3 года, и тогда вы можете рассчитывать на более высокое повышение зарплаты. Либо, когда вы прокачиваете свое резюме, вы регулярно пересматриваете свои достижения, свои результаты на этой текущей работе. И именно это вы можете использовать для вашего годового интервью с текущим работодателем. Опять же, где вы обсуждаете ваше дальнейшее развитие и дальнейшее, возможно, повышение вашей зарплаты. Я вспомнил, когда еще давным-давно жил в Крыму. Меня брат пригласил, говорит, пойдем послушаем, там очень какой-то там великий коуч приезжает. Это даже не было финансовых консультантов, это было, я уже не помню, когда, довольно давно, более 15 лет назад. Говорит, пойдем вместе послушаем, он долларовый миллионер. Я никогда это не забуду. Выходит человек из маршрутки, в таком пиджачке, в таких брюках, знаешь, таких широкие брюки, пиджак такой, галстук. Тоже надо смотреть, когда выбираете финансового консультанта, все-таки, что она добилась. Я всегда смотрю, на какой человек в машине приезжает. Это важно, мне кажется, потому что сразу видно, чего добился человек. Если он выходит из маршрутки или из автобуса, то нет смысла, наверное, к такому консультанту обращаться. Ну, в Германии я бы не сказала. Тут мэр города может спокойно ездить на велосипеде. Ну, на вид, да. И в Бундестаг, да, они приезжают тоже на велосипеде и борются за озеленение всего, а у самих стоит там Audi с V8 дизелем, A8 с V8. Хорошо. Вопросик такой маленький по резюме. Хобби. Надо писать в нем или нет? Хобби. Однозначного ответа на вопрос нет, я бы сказала. В зависимости от того, какое у вас хобби. Если вы напишете «гуляю с детьми, гуляю в лесу» или «читаю книги», то лучше это опустить. Хобби нужно писать те, которые могут быть релевантны для вашей работы непосредственно. Вот что бы ты добавил? Какие хобби могут быть релевантны? Потому что на самом деле, мне как-то сказали, что человек, который довольно хорошо зарабатывает, скажем так, уже там в 6-нулевом размере у него зарплата, что если человек подается к нему на работу, и у него в хобби стоит, он летает на вертолете, он лазит по горам, скажем так, он занимается альпинизмом, он катается на лыжах, для меня это как хобби, как для работодателя, это значит, что человек активный. Значит, что он не сидит там. Когда человек пишет, что я читаю книги, да, может быть, вы читаете книги, но в человеческом понимании это означает, что вы супер пассивны. И когда человек пишет, я занимаюсь боксом, я бегом занимаюсь, это значит, что он активный, с ним можно работать, что он не будет сидеть. Также очень важно вопрос, мы его почему-то не указывали, на собеседовании, если вы приходите, все-таки встречают по одежке. И человек с массой, скажем так, с лишним весом, сразу видно, что он не мотивированный. Он не мотивированный прежде всего менять что-то в своей жизни. Я опускаю моменты, если человек больной, там, да, есть человеки с гормональными нарушениями и так далее и тому подобное, но это сразу бросается в глаза, и это смотрит HR, это смотрят директора, это смотрит нанимающий менеджер, скажем так. Согласна, что встречают по одежке, потому что у нас, как говорят, у вас нет второго шанса создать первое впечатление. И часто вы только заходите в комнату, а у вас уже сложилось первое впечатление. Вы еще даже рот не успели раскрыть и рассказать о всех своих преимуществах и какой вы классный консультант, но уже потому, как вы выглядите, о вас сложилось первое впечатление. И дальше вам нужно доказать
первую очередь сначала словом, а потом дальше, возможно, делом, что вы действительно классный кандидат, что вас стоит взять на работу. Поэтому важно, как вы выглядите, это тоже нужно учесть при собеседовании. Даже если собеседование проходит онлайн, вы должны знать, как вы выглядите в камере, какая часть вашего тела там видна, допустим. Это не значит, что вы будете сидеть в пижаме и так далее. Нужно подготовиться, нужно выглядеть опрятно, красиво. Что касается лишнего веса, это очень спорный вопрос, но если зайдете в какую-нибудь крутую фирму, корпорацию, часто видно, что там действительно люди все очень подтянутые, аккуратные, красивые, одетые, опрятные. Поэтому, возможно, да. Это как в Америке. Как определить человека с хорошим достатком и бедным? Знаешь? Как? По продуктовой корзине? По продуктовой корзине. То есть человек, который будет с лишним весом, он берет дешевые продукты, он берет фастфуд, он берет продукты быстрого приготовления, у него корзина набита этим. Человек, который с большим достатком, в этом же магазине возможно встретить, он берет все био, он берет очень хорошие продукты, он не берет свинину. В принципе, в Америке свинина не так сильно распространена. И в этом и отличается, да, человек с достатком, и который немного, в Америке, по крайней мере. После интервью что же делать? Ждать? Ждать, больше ничего не остается, хотя есть еще один момент, что вы можете сделать. Такой лайфхак, можно сказать. После того, как вы прошли собеседование, напишите письмо, имейл вашему непосредственному руководителю или тому, с кем вы проходили собеседование. Поблагодарите его за интервью, скажите, что вас очень заинтересовала эта вакансия. Возможно, вы в процессе интервью затронули какие-то вопросы или проблемы компании, и в этом имейле вы можете дополнить, сказать, что а вот вы упомянули тот-то момент, и я бы хотел добавить, что я знаю такое-то или такое-то решение, или что можно было сделать так-то и так-то. Вы должны еще как-то напомнить о себе, чтобы запомниться, выделиться. Это очень важный момент, и действительно он может сыграть для вас положительную роль. Вам это ничего не стоит написать имейл, это 10 минут буквально, но это может вам помочь. Когда Ира рассказывает, у меня в голове сразу шутки рождаются на любую тему. Такие глупости говорили. Нет, ты все правильно говоришь. Я просто сижу и представляю, ты вечером пишешь своему менеджеру: спишь? Он пишет: сплю. А ты такой отвечаешь: а я жду. А я жду, что там по моей вакансии. Хорошо. Вопрос. В Германии, еще раз повторяю, это работает для всего мира. Для Европы точно работает, для всего. Но в Германии каждый год требуется 300 тысяч квалифицированных специалистов. Почему все же тяжело найти работу? Почему люди сталкиваются с этой проблемой? Безработица есть везде, это нормальные процессы в экономике любой страны. Почему сталкиваются с проблемой? Потому что, как и две половинки, нужно время, чтобы найти друг друга. Вы должны совпасть. Должны требования работодателя и его ожидания совпасть с тем, что вы ищете. Это не значит, что любой кандидат подойдет под любую вакансию, даже если у вас похожий опыт. У вас такой матч должен произойти вместе с работодателем. И если во время собеседования вы понимаете, что да, вот этот менеджер классный, у вас такое общее видение того, как развивать вашу сферу, возможно. Это очень крутое совпадение. Такой знак, как бы клик, что это ваше, вы нашли. Но бывает такое, что да, вы подходите, но у вас нет вот этого огонька, у вас нет этой жажды на эту работу. И многие поэтому не подходят, ищут, продолжают искать свое место. Это важно. Это важно найти свое место в жизни, по работе, чтобы вам нравилось там работать, чтобы вы не ходили, не просиживали там просто так 8 часов и ждали от зарплаты до зарплаты. Хорошо. Я подаюсь на какую-то очень хорошую вакансию, там ждать долго. Есть ли смысл устраиваться тогда на другую работу, чтобы там не ждать эти полгода или сколько это будет все длиться? Я устроился на другую работу, у меня есть испытательный срок 6 месяцев, то есть мы с моей так называемой вот этой работой, которая сейчас, сегодня, я ее быстро нашел, к примеру. Есть ли смысл устраиваться на такие работы? Или надо все-таки ждать полгода, год и так далее, чтобы вот все-таки...
Я считаю, однозначного ответа на этот вопрос нет. Это должен решить каждый для себя индивидуально. Нужно рассчитывать на то, что поиск работы займет определенное время. И не месяц, и не 2, и, возможно, не 3. Независимо от того, у вас должна быть определенная подушка безопасности. Нужно смотреть на свое финансовое положение. Если вам нужно, устраивайтесь на другую работу, чтобы получить какой-то релевантный опыт или переждать и так далее. Но, как говорю, я не могу снять с вас эту ответственность. Каждый должен решать это для себя. Хорошо. Подписывайтесь, обязательно пишите ваши комментарии, потому что в прошлом видео было очень мало комментариев. Мы можем обидеться и не снимать больше видео. Ставьте лайки. Всем спасибо. Пока. Пока.